Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Если вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Этот проект возник спонтанно, когда я искала идеи для салфетки, подходящей для вазочки с виноградом. Хочу представить вам мастер-класс этой, на мой взгляд, очень интересной салфетки. Узор винограда повторяется как на белом фоне, так и на цветном сиреневом узоре. Если идея вам понравилась, то вяжите вместе со мной. Мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем их кольцом. Соединительной петлей. И начинаем первый ряд. В первом ряду мы вяжем одну воздушную петлю для подъема и затем 6 столбиков без накида, просто в колечко. 7 столбиков, да. 7 столбиков, как бы зрительно у нас тогда получается 8. 4. 5, 6 и 7. И соединяю соединительной петелькой с первой петлей. Затем я делаю одну воздушную петлю для подъема и 5 воздушных петель для перехода. 1, 2, 3, 4, 5. И затем следующую петлю я делаю столбик без накида. Затем опять 1, 2, 3, 4, 5 и в следующую петлю столбик без накида. И так я вяжу весь ряд. Вот таким образом. Я связала второй ряд, у нас получился такой цветочек. Теперь я иду как бы такими кетлевочными петельками соединительными в середину цветочка и вяжу здесь 4 столбика с накидом. То есть для этого сначала я делаю 2 воздушные петли для подъема, и таким образом я тогда вяжу 3 столбика с накидом, 2, 3, потому что зрительно тогда получается 4. Вот у нас получилось 4. Вяжу одну воздушную петлю и затем делаю таким же образом 4 столбика с накидом под следующие воздушные петли. 2, 3 и 4. Затем я вяжу опять одну воздушную петлю и опять 4 столбика с накидом. И так всего 8 раз.
у нас получается. Четвертый ряд мы начинаем с 2 воздушных петель для подъема. Затем в эти 4 столбика мы делаем 3 недовязанных столбика с накидом. 1, 2 и 3. Опять же, зрительно получается 4 вместе с воздушными петлями. И я провязываю их вместе. Вот таким образом. И затем я делаю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида под воздушную петлю. Затем делаю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять на сей раз 4 недовязанных столбика. Три и 4. И провязываю их вместе. Таким образом получается. Затем опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаю столбик без накида. И так весь ряд. Получается такой рисунок. Следующий ряд я начинаю с 2 воздушных петель для подъема. Затем делаю 5 воздушных петель для перехода. 1, 2, 3, 4, 5. И делаю туда же столбик с накидом. То есть у нас получается как бы галочка такая здесь. Затем я делаю 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И столбик с накидом под столбик без накида предыдущего ряда. Таким вот образом. Затем я делаю опять 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И такую же галочку делаю туда наверх. Я делаю столбик с накидом. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять столбик с накидом туда же. Затем опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с накидом под столбик без накида предыдущего ряда. Опять 3 воздушные петли и все сначала. Галочку. И так весь ряд. Следующий ряд мы начинаем, как всегда, с 2 воздушных петель для подъема. И в тот же самый столбик с накидом я вяжу еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Зрительно получается 4, поэтому мы во всех остальных будем делать 4. Затем я вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик
под столбик с накидом, да, под 5 воздушных петель. Опять 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И следующий столбик с накидом вяжу 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вот у нас получается таким образом. А затем я делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сразу перехожу на другую часть. То есть я вяжу в следующий столбик галочки. Я пропускаю вот этот столбик и вяжу в следующий столбик галочки 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Затем я вяжу 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с накидом под 5 воздушных петель. Затем опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 4 столбика с накидом в следующий столбик галочки. 2, 3 и 4. И опять 3 воздушные петли и перехожу на следующую галочку. Все, начинаю здесь вязать.